Игорь, я заметил, что люди, чем становятся старше, тем они меньше рискуют. Что вы думаете об этом? Почему так происходит? Человек, он является одновременно и актером, и аудиторией. И, в общем-то, перед своей аудиторией человек, как актер, пытается играть все более и более такого скрягу, Скруджа Макдака, то есть тот, который склонен уже не менять ранее выбранную там, роль, статус, состояние. Ну, а не менять — это означает не идти на какие-то непредсказуемости. То есть это очень естественное свойство останавливаться и сохранять достигнутое. То есть, и, по сути, тот, кто так делает, тот нормальный человек. То есть это нормально, когда молодые люди, которые еще пока что-то у них ничего не было, они рискуют, пытаются. А у тех, у кого что-то было, они пытаются это оставить. Другое дело, это может быть очень невыгодным, но это уже другой вопрос. Игорь, может ли быть перебор с риском? Вот тот, кто все на карту, это лотерея. То есть это такая одна ставка, сгорел или выиграл, но это лотерея. То есть на самом деле такой подход, он может сработать, вероятность 1 миллионная или 1 миллиардная или 1 триллиардная. Вот. Но риск полностью сгореть 100%. Разница следующая, что есть способы, когда ты себе оставляешь право на следующую ставку, на следующую попытку, на вторую, на третью, на четвертую, пятую. И когда ты себе не оставляешь. Так вот, наверное, есть такие случаи в жизни, когда оправдан подход, когда я не оставляю себе возможности для второй попытки. Когда необходимо сжечь мосты, сжечь обозы. И, например, если солдаты попали в окружение, на самом деле очень часто военачальники применяли такой подход. Они приказывали сжечь танки, сжечь обозы, сжечь все, взять с собой провиант на полдня и делать прорыв. Потому что здесь вопрос такой, что если ты не делаешь прорыв, тебя все равно нет. Но если у тебя другая ситуация, обычное жизненное состояние, и ты не разрешаешь себе сделать вторую, третью попытку, ты все ставишь на карту в один момент, ты просто дурак. Игорь, конкретный пример. Мне 35 лет, я живу в каком-нибудь Воронеже, у меня 2 детей, и живем мы на 35 тысяч в месяц, от зарплаты до зарплаты. И если я такой смелый решаю сейчас пойти открыть свой бизнес, на этот месяц нам денег еще хватит, а вот в следующем уже кушать нечего будет. Вот таким людям что в итоге делать? Слушай, я читал вот эти комментарии, когда люди пишут 2 детей, зарплата 25 тысяч. Я честно говорю, я не понимаю, как на 25 тысяч можно прожить в семье. Я не понимаю. Ты говоришь, что делать? Я говорю, а ты пробовал с работы уволиться? Уволиться с работы, изменить, начать что-то другое вокруг себя делать. Как я могу уволиться? Да, смотри, ответственность, подожди. Это же прокрастинация. Смотри, ты говоришь, а вот, я говорю, подожди, ты пробовал? Я спрашиваю, ты пробовал? У меня дети. Их кормить Я надо. еще раз говорю, ты пробовал сделать шаг? Я понимаю, у всех дети, смотри, у всех перечисленный набор, у всех. Но есть люди в твоем окружении, кто когда-то наплевал на все, сделал шаг, уволился с работы, и у них получилось. Среди твоего окружения есть такие люди? Нет. Все, тогда забей. Значит, тебе не повезло, чувак. Вот что делать в этом, в раскладе? Я так скажу, ничего не делать. Внутреннее состояние человека адаптировалось к происходящему, и он находится в полном гомеостазе. Смотри. Со всех сторон летят эти мотивашки, то есть это узаконенные манипуляции третьих лиц. Но если ты включаешь YouTube или экран и постоянно слушаешь эти речи, давай, сделай, все в твоих руках и так далее, и ничего не делаешь, смотри, ты находишься в балансе. И тот мужик тоже в балансе, да. Жена там тоже подзуживает что-то, да, смотри. А он постоянно чувствует себя, нормалек, пивосик там и так далее, то в принципе, а что здесь сделать? На самом деле называется обычный биологический гомеостаз. Все нормалек. Гомеостаз имеется в виду, сбалансированный набор всего.
И 25 тысяч этих им хватает. Если бы не хватало, жопа горела так, что он бы отправился. Значит, хватает. В том-то все и дело, что люди совершают очень мощные резкие движения, как только жопа горит. А если не совершает, все нормально. Поэтому другие могут сколько угодно называть эту ситуацию оправданной, неоправданной, еще какой-то правильной, неправильной. Слушайте, у человека все окей, у этой семьи все окей с точки зрения баланса. А что касательно ответственности, о которой он говорит, так это просто веселые картинки. Он просто применяет из красивых слов ответственность и так далее, такие, кружева и узоры для того, чтобы, другие такие же, которые сидят в таком же балансе, цокали языком, говорили: да, чувак, у нас так же. И вот собираются эти, которые по 25 тысяч зарабатывают, да, говорят: мыши плакали, но кактус продолжали жевать, да, давайте поплачем дальше. Они плачут друг друга, убеждаются в полном своем праве принимать это решение, убеждаются, что те чуваки, оказывается, тоже в балансе, и они тусуются вместе, пивасик вместе. Их жены обычно судачат вместе и говорят: а мой-то вон чего, и так далее. Поэтому на самом деле ни о какой ответственности реально речи не идет. Это модные словечки. А вы с возрастом стали рисковать меньше? Я думаю, да. То есть я стал не то чтобы меньше рисковать, я стал более готовым к неожиданностям, к непредсказуемостям. Да? И в этом смысле мой риск сильно снижается. То есть когда я иду в какую-то неопределенность, которая может дать совершенно разные расклады, я просто очень, очень сильно готов к ней. Не на 100%, но сильнее, чем то, как я был по молодости готов. По молодости я просто бросался в омут с головой, там разберемся. С точки зрения науки, понимание, как избегать риски или как их купировать, как их ограничивать или как их хеджировать, то есть это способы работы с риском, это хороший прикладной инструмент. Это не метафизика, когда есть состояние, в котором можно исключить риски. Слушайте, риски имеется в виду, нежелательные последствия. Если происходит какое-то нежелательное последствие из состава вот таких, как ты будешь действовать? Это сценарий. Да, и вот как только мы переходим к понятию не риски, и существуют они, оправданы или нет, мы говорим: слушай, какие могут быть сценарии развития ситуации? Просто есть сценарии более желательные, менее желательные, очень нежелательные и вообще такие, сильно нежелательные. Да, давай. Когда мы что-то там планируем, да, давай заранее посмотрим, что мы будем делать, если будет очень нежелательный сценарий, да, средний сценарий и так далее. Тогда, описав систему наших мер, когда будут разные сценарии, мы будем больше готовы отреагировать на возникшие обстоятельства без паники, потому что у нас просто готов план Б или план С. У меня персональный опыт на этот счет есть. Просто такой, когда у меня готов план Б и С, тогда, когда возникает, что план А не срабатывает, я моментально включаю план Б. Банально мои конкуренты, которые думали, что они воспрепятствуют моему плану А и победа будет одержана, да, но я их беру и атакую планом Б, а они не готовы. И я планом Б их загоняю в тупик и со фланга, контратакую с фланга, планом Б. И они проваливаются, и я выигрываю. И даже если они выставляют план Б, купируют мой план Б, то есть, у меня есть план С. И, знаешь, система такая, что в пределе мы имеем состояние, когда я могу конвертировать любое обстоятельство, любое развитие ситуации в выгодные для меня решения. А вы вообще считаете себя рисковым человеком? Вообще нет абсолюта. Рисковый, не рисковый, то есть только относительно других. То есть относительно большинства людей, наверное, я рисковый. То есть эти бы люди назвали бы меня рисковым. Но относительно выборки людей, назовем их так, успешных предпринимателей, я обычный. Я бы так сказал, уж кто рисковый, это те люди, которые живут обывательской жизнью. То есть, на самом деле, есть такие фразочки, которые я не очень люблю, что отсутствие риска есть самый большой риск. То есть люди, которые не рискуют,
типа они подвергаются больше всему риску. Ну, что-то в этом есть. Потому что люди, которые не меняют свою позицию, да, и живут с проблемами, они просто имеют проблемы. А те люди, которых называют рисковые, это те люди, которые выбирают, какие проблемы им иметь. В результате сравнить двух человек. Два человека, у одного набор проблем, которому они не нравятся, и он живет в стрессе, в очень плохое у него состояние. А предприниматель — это тот человек, который живет в наборе проблем и решает набор проблем, который ему нравится, и ему кайфово. Поэтому обычно такие успешные предприниматели, они выглядят как счастливые люди.